Фармакологическое действие Немесил обеспечивает выраженный, анальгезирующий, жаропонижающий и противовоспалительный эффект. Принцип функционирования этого препарата заключен в ингибировании синтеза простагландинов. Немесил подавляет процесс синтеза простагландинов в месте воспаления эффективнее, чем в слизистой оболочке желудка или же в почках. При длительном лечении препарат довольно хорошо переносится, его действие развивается относительно быстро, чему способствует свойство лекарственной формы. Продолжительность эффекта составляет в среднем 6 часов. Показания к применению Немесил назначают при болевых синдромах различного происхождения: головной, зубной, менструальной боли, последствия травм, боли послеоперационного периода, боли от ревматизма, инфекционно-воспалительных заболеваниях, травматических и послеоперационных воспалениях, дегенеративных и воспалительных болезнях, опорно-двигательной системы, артритах, остеоартрозах, остеохондрозах, бурсите, радикулите, ревматизме, урологических, гинекологических и сосудистых заболеваниях, болезнях, сопровождающихся повышением температуры тела. Данное средство уместно как при длительной лечебной терапии, так и для притупления сильных болевых синдромов. Способ применения Немесил назначают исключительно взрослым людям. Препарат принимают орально после приема пищи. Средняя суточная норма составляет 200 мг, 2 приема по 100 мг. Для приготовления суспензий в стакан высыпают содержимое пакетика и заливают теплой водой. Дозу можно увеличивать при необходимости, это нужно при особо тяжелых симптомах. Также доза может регулироваться в зависимости от восприимчивости пациента. Пожилым людям нужно корректировать дозу лекарства. Побочные действия. Препарат обычно хорошо переносится при длительном употреблении, но в начале курса приема, а также при больших дозах не исключены различные побочные эффекты. Расстройства могут быть со стороны следующих систем: центральная нервная система. Это головная боль, головокружение, энцефалопатия, сонливость, нервозность, чувство страха, кошмарные сновидения. Если резко уменьшить дозу препарата и в дальнейшем увеличивать ее более плавно и осторожно, то данные расстройства пройдут. Сердечно-сосудистая система – это гипертензия, тахикардия, геморрагия, приливы. Данные явления достаточно редкие. Органы желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота и диарея проявляются редко. Дисперсия, язва, дегтеобразный стул, желудочно-кишечное кровотечение и перфорация желудка очень редко. Иногда может иметь место метеоризм, запоры или гастрит. Органы чувств. Очень редко бывает нарушение зрения, органы дыхания. Также довольно редко может проявиться бронхоспазм и одышка, кожный покров. Иногда возможны гиперегические реакции, такие как сыпь, зуд и покраснение. Возможна излишняя потливость, редко может появиться дерматит, эритема, и очень редко различные отеки, желчевыводящая система и печень. Возможно повышение показателей печеночных ферментов, редко бывает желтуха, гепатит и холестаз, мочевыводящая система и почки, дизурия. Задержка мочеиспускания и гематурия бывают редко, а олигурия, почечная недостаточность и интерстициальный нефрит очень редко. Система кроветворения. Редко бывает и эозинофилия и анемия. Такие явления, как панцитопения, тромбоцитопения и пурпура, очень редки. Противопоказания. Препарат нельзя употреблять при язве желудка или двенадцатиперстной кишки, сильном кровотечении из желудочно-кишечного тракта, беременности и лактации, явной и тяжелой дисфункции почек, гиперчувствительности к любому компоненту данного средства, изжоги, тошноте, диарее, рвоте, боли в животе, сахарном диабете второго типа, застойной сердечной недостаточности, артериальной гипертензии. Немесил противопоказан к употреблению детьми.
Беременность. Применение данного средства несовместимо с беременностью. При необходимости приема немесила вскармливание грудью следует прекратить. Взаимодействие с другими лекарственными средствами. Препарат усиливает эффект лекарственных средств, которые применяются для уменьшения свертываемости крови. Также немесил может повысить эффект фуросемида. При одновременном приеме немесила и метотрексата могут обостриться побочные эффекты. Немесулит быстро связывается с белками плазмы, поэтому лица, которых лечат сульфаниламидами гидантуином, должны находиться под пристальным контролем врачей. Препарат усиливает воздействие циклоспорина на почки. Если же немесил использовать одновременно с препаратами лития, то концентрация в плазме лития повысится. Лечение при помощи немесила требует осторожности, если в комплексе с ним используются препараты от давления, мочегонные средства или же другие противовоспалительные и обезболивающие лекарства. Передозировка. При передозировке препарата становятся более выраженными побочные эффекты, явные симптомы: тошнота, апатия, сонливость, рвота, реже желудочно-кишечное кровотечение. Специального антидота к этому случаю нет. Чтобы устранить результаты передозировки, осуществляют промывание желудка и прием активированного угля. Если нужно, проводится поддерживающая и симптоматическая терапия. Состав. Основное активное вещество препарата — это немесулит. Также имеются вспомогательные вещества: лимонная кислота, апельсиновый ароматизатор, кетомакрогал 1000 и мальтодекстрин. Внимание! Перед использованием препарата немесил вы должны проконсультироваться с врачом. Данная инструкция по применению приведена в свободном переводе и предназначена исключительно для ознакомления. Для получения более полной информации просим обращаться к аннотации производителя. Дополнительно, при лечении пожилых людей этим препаратом следует соблюдать осторожность. Если во время цикла лечения начало ухудшится зрение, то прием немесила следует немедленно прекратить и обратиться к окулисту за помощью. Лица, страдающие от сахарного диабета, должны отдавать отчет, что этот препарат содержит сахарозу. Также осторожность в употреблении немесила нужна тем людям, чья деятельность связана с быстрой реакцией и повышенным вниманием.